Итак, ответ на вопрос, что делать с датчиком кислорода. Оставлять его в системе, либо избавиться от него. То есть отключить его в прошивке блока управления двигателем. Поэтому я расскажу, почему не надо избавляться от этого датчика, а также в каких случаях это все-таки стоит сделать. Начнем с того, что датчик кислорода появился благодаря экологическим нормам, то есть это дань экологичности. В принципе, как и большинство датчиков и систем в автомобиле. Системы улавливания паров топлива, система ЕГР, система вентиляции картера – все это пришло к нам благодаря ужесточению экологических норм. Но не все датчики и не все системы приносят пользу только экологии. В некоторых случаях они также важны и для работы системы управления двигателем. То есть они приносят какой-то вклад в удобство, экономию топлива и тому подобное. Например, если мы возьмем уже всем привычные топливные форсунки, то они тоже пришли на автомобили благодаря ужесточению норм токсичности. Карбюраторы уже не выдерживали никакой критики в этом плане, и поэтому их заменили топливные форсунки. Но никто не собирается их удалять со своего автомобиля лишь из-за того факта, что они тоже пришли ради экологии. Потому что они также приносят еще и другую пользу, кроме экологических показателей. То же самое происходит и с датчиком кислорода. Почему я всем рекомендую не удалять датчик кислорода из системы управления двигателем? Ответ на этот вопрос очень прост, потому что датчик кислорода выполняет еще ряд очень полезных функций. Назову лишь несколько пунктов. Таких пунктов очень много, но я назову лишь самые основные и самые убедительные. Так как датчик кислорода позволяет блоку управления двигателем поддерживать топливо-воздушную смесь в районе стихиометрии, то это позволяет топливу сгорать более эффективно, что дает пользу не только экологии, но и экономии топлива. На полностью исправном автомобиле эта экономия может быть не такая значительная, но если на автомобиле имеются проблемы, а на подавляющем большинстве подержанных автомобилей такие проблемы есть, даже ввиду просто естественного износа, то на таких автомобилях датчик кислорода помогает экономить топливо еще более эффективно. Приведу простую аналогию с карбюратором. Те, кто ездил на карбюраторных автомобилях, прекрасно помнят, что если, допустим, заправился плохим топливом, либо автомобиль эксплуатировался в очень холодную погоду, а затем резко в очень жаркую, либо просто появилась какая-то мелкая неисправность. И во всех этих случаях для нормальной работы двигателя приходилось подкручивать либо трамблер, либо винты на карбюраторе. А в регионах, где нет проверенных нормальных заправок, то подкручивать карбюратор приходилось практически после каждой заправки. Так вот, благодаря датчику кислорода, блок управления двигателем может делать это все за вас. Если вы на карбюраторном автомобиле это все подкручивали руками, то на системах управления двигателем за вас эту функцию выполняет ЭБУ при помощи датчика кислорода. А учитывая тот факт, что на данных автомобилях нет карбюратора, и когда вы отключите датчик кислорода от системы управления двигателем, то у вас не останется никаких простых рычагов, при помощи которых вы можете скорректировать топливо-воздушную смесь. Это придется делать только путем перепрограммирования блока управления двигателем, что довольно хлопотно и неудобно. На старых автомобилях, которые шли под так называемые нормы Евро-0, был установлен специальный потенциометр, который позволял регулировать смесь в заданных пределах. Но с появлением норм Евро-2, на которых уже был установлен датчик кислорода, данную возможность упразднили. Поэтому на автомобилях с системой управления двигателем, то есть инжекторных, я крайне не рекомендую отключать датчик кислорода. Он приносит очень и очень большую пользу. Благодаря нему в любых ситуациях блок управления двигателем поддерживает оптимальное сгорание топлива. И второй очень немаловажный факт – это то, что датчик кислорода очень и очень помогает автодиагностам. Это, можно сказать, вторые глаза автодиагноста. По сигналу этого датчика при грамотной диагностике можно определить множество неисправностей. Просто огромное множество неисправностей. Ни один датчик, даже все датчики в сумме, не дадут столько информации для диагноста, как всего лишь один датчик кислорода. А если на автомобиле установлен не один датчик, а несколько датчиков кислорода, то это еще больше дает возможностей автодиагносту быстро и просто поставить верный диагноз при диагностике. Наглядно, как датчик кислорода помогает при диагностике, я покажу в следующих видео. В следующем видео я покажу, как должен работать датчик кислорода, какой его нормальный сигнал в разных режимах работы двигателя, а затем покажу, какие бывают неисправности в системе управления двигателем и как их можно определить по сигналу датчика кислорода. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. Поэтому этот датчик очень полезен,
как для самого автовладельца, так для и автодиагноста. Поэтому отключать его крайне не рекомендую. Но когда же все-таки необходимо его отключить? Такое может понадобиться только в одном случае, когда блок управления двигателем выходит из строя и не может уже выдать нормальное опорное напряжение на датчик. Как я рассказывал в прошлых видео, ЭБУ выдает опорное напряжение на датчик кислорода, которое на разных автомобилях может различаться, но в среднем оно составляет 415-450 милливольт. Это что касается узкополосного датчика. Так вот, бывают ситуации, как вот в этом видео по вот этой ссылке, и на это видео я оставлю ссылку в описании. Так вот, как в этом случае, блок управления двигателем уже не может выдать нормальное опорное напряжение на сам датчик. Зачастую он начинает его сильно завышать, и в данном случае о корректной работе датчика кислорода уже не может быть и речи. При такой ситуации мотор начинает очень нестабильно работать, и в некоторых случаях его работа становится практически невозможной. Поэтому в данном случае есть два варианта. Либо ремонт и замена блока управления двигателем, либо просто отключение в прошивке датчика кислорода. Именно по этому второму пути идут большинство автовладельцев, потому что на некоторые автомобили блоки управления двигателем стоят просто космических денег, а на некоторые просто невозможно найти именно такой конкретный ЭБУ. Поэтому в данном случае гораздо дешевле и гораздо проще отключить датчик кислорода от системы. Но еще раз повторюсь, это просто необходимая вынужденная мера. Ну а теперь ответы на вопросы, которые однозначно будут. Что делать с первым датчиком кислорода, если удалили катализатор? Ответ. Абсолютно не нужно ничего делать. Датчик кислорода будет продолжать работать практически точно так же, как и при наличии катализатора. На работу системы управления двигателем это никак не повлияет. Что же касается второго датчика кислорода, то здесь необходимо обращать внимание на автомобиль и какая там применена система управления двигателем. На большинстве систем управления двигателем будет необходимо удалить второй датчик кислорода и перепрошить блок управления двигателем на работу без второго датчика кислорода, то есть без того датчика, который установлен после катализатора. Но на некоторых системах управления двигателем это может не понадобиться. Конкретные автомобили я вам не назову, потому что даже на тех же Chevrolet Lachetti разных годов выпуска с разными идентификаторами блоков управления двигателем ситуация выглядит по-разному. На одних требуется перепрошивка, а на других в этом нет никакой необходимости. Что делать, если я все же хочу отключить первый датчик кислорода, но не перепрошивать блок управления двигателем, а просто отключить разъем датчика от разъема электропроводки? Можно ли так ездить? На данный вопрос тоже нет однозначного ответа, потому что это также зависит от системы управления двигателем, а именно от конкретного блока управления двигателем. На большинстве автомобилей можно отключить разъем датчика кислорода и продолжать эксплуатировать автомобиль без него. Но в некоторых случаях могут возникнуть проблемы, о которых я рассказывал вот в этом видео. Пишите в комментариях вопросы по теме датчика кислорода, и на самое популярное я сделаю отдельное видео.